Ксюша у нас отказалась от нашей помощи. Ты же нам говорила, что он тебя бил и обижал. Ну, он меня не бил, это я так преувеличила. Да я и на прошлой программе сказала, беги от него подальше вообще. Вынудил использовать этот материнский капитал в незаконных, неправильных целях. Беда, беда. А если бы он меня насмерть убил, я этого боялась. И мне пришлось идти в приют для мам с детками. Ксюх, ты что, домой ты вертаться будешь? Она взяла под дикий процент, 24% в год. Кредит. Там уже 1 000 000 с лишним. С ваших детских денег будут все эти долги вычитать. Только на то, чтобы проценты отдать. Будем продавать эту квартиру, покупать большую студию. Чтобы все вместе жили. Как вы там будете счастливы все поколения существовать? Что за бред-то? Я чувствую себя, как зубы ваши на полке сейчас. Вы когда 5 лет назад взяли кредит, вы его выплатили? Нет. Хотелось бы увидеть хоть одного взрослого человека. С этой целью я хотел позвать Григория, но не увидим. Не увидим, уже понятно почему. Григорий, идите к нам, пожалуйста. Добрый день. У нас сегодня 3-я серия. Вот так и хочется сказать про маленькую девочку Ксюшу. Но она уже не маленькая, но умудряется находить себе проблемы там, где их еще поискать надо. А справиться с ними не может и идет к нам. Ты знаешь, боюсь предположить, но, похоже, это не лечится. Сегодня в нашей студии Екатерина Кириченко из Екатеринбурга. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже дважды были у нас на программе, сегодня 3-й раз. С Юбилейный. чем? Да. С чем в этот раз пожаловали? Наверное, все с тем же. Моя подопечная Ксения Патрушева. Ее история захватила очень многих людей. Очень многие ей сочувствовали, сопереживали, очень многие помогали, готовы были и дальше помогать. На 2-й передаче, когда мы приехали, она отказалась от нашей помощи, сказала, что она прекрасно справляется сама. На что, конечно, я ей сказала, что я всегда помогаю. Я даю шанс в любом случае всем, кто нуждается в моей помощи. Никогда не откажу. И мой фонд всегда готов выступить в защиту. Сейчас-то она где? И прошло время, она пропала. Просто ушла с моих радаров абсолютно. Не отвечала на звонки, в итоге потом поменяла номер. Это после съемок программы. После съемок. Давайте сначала вспомним, что же было на той программе, а потом продолжим разговор. После прошлой передачи Ксюша у нас отказалась от нашей помощи, решила это променять на мужчину. То есть она стала звонить тем, кто ей помогал раньше, и просить денег, да? Надо у Ксении спросить, может быть, ей действительно больше не нужна никакая помощь? То есть ты приняла решение, что больше в кризисном центре оставаться не будешь? Да. Почему? Но мне там не очень нравилось. Там еда невкусная была. Ну, куда вы пошли? Сняли комнату с Максимом. Ты же нам говорила, что он тебя бил и обижал. Ну, он меня не бил, это я так преувеличила. Жалость вызвать. Вот те, кто за тебя реально хлопотал, они почему-то уже не на твоей стороне, включая твою подругу Ангелину. Но она обвинила меня в том, что я якобы у нее деньги украла. Хотя это не так. Я прошу, чтобы у нее забрали ребенка. Пока я не посажу своего ее ребенка есть, она сидит в своем телефоне. Это что, взрослая жизнь? С отчимом, я так понимаю, помирилась, да? Как жизнь? Налаживается. А жена ваши зубы нашла? Жена зубы нашла. Как по-вашему, ребенка государство должно изъять? Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот дать ей последний шанс, чтобы она встала. Какой, если она ребенка бьет? Не хочу, чтобы ребенка забрали. Вам это не надо. Невозможно помочь, если вы от этой помощи отказываетесь. Так в итоге, что было после программы? После программы она пропала. Но вы откуда-то знаете, что у нее какая-то очередная история с маткапиталом. Короче, она куда-то вляпалась опять. Как всегда. Это ожидаемо. Я ждала, на самом деле, чего-то подобного, потому что я знала, что тот избранник, который с ней был, что он в любом случае что-то сделает для нее такое, чтобы подпортить ей жизнь. Да я ей на прошлой программе сказала, беги от него подальше вообще. Ей надо было вас Чудовище. послушать вот и сразу же бежать. Но тем не менее, сейчас... наверное, несколько месяцев назад связалась со мной сначала Ангелина, потом дала телефон моей Ксюше.
Она оказалась в приюте. Это православный приют от службы милосердия города Екатеринбурга. Его руководитель Ирина приютила Ксюшу с Семеном. И дали тоже ей еще один шанс, дали ей возможность. То есть Но- она пошла в приют не к вам. Не ко мне. И они ее взяли с ребенком, правильно же? Да, это как раз приют для мамочек с детьми и для беременных женщин в сложной Так жизненной а что за ситуации. история с мат-капиталом-то, я понять не могу. Находясь в этом приюте, она рассказала мне такую историю, что То до есть вы ее того... навестили. Нет, мы созвонились только. Мы только разговаривали по телефону. История была такова. Деньги закончились, нужны какие-то средства. Больше никто и не собирается на карту скидывать. В сети больше невозможно попрошайничать. Нужны были деньги. И так получилось, что Максим снова ее обманул. Вынудил использовать этот материнский капитал в незаконных, неправильных целях. То есть он хотел обналичить материнский капитал. Давайте Хотел. так. Слава богу, у него не получилось. Материнский капитал, насколько мне известно, сохранен. Но на Ксюше сейчас висит огромный кредит. То есть у И- нее был долг за квартиру, ну, вернее, их общий долг и часть ее тоже. Теперь еще кредит. Да, добавился. видимо, этого долга ей показалось мало. Она решила еще нагрузить, чтобы уж по А полной. кредит на что? Кредит на комнату, которая находится под Нижним Тагилом. Вообще, я даже не знаю эту местность. Какой кошмар. Примерный размер среднемесячного платежа 56 474 рубля. Это нереально. Откуда у нее такие деньги в месяц платить? Это ж неподъемная сумма. Неподъемная, потому что обратились они не в банк, не Так к вон, каким-то полная людям. Это- стоимость займа 24%. Да, это Какой микрофинансовая организация. Я даже больше скажу, что это только номинальный процент, потому что идет еще дополнительные. Мы уже Какой сталкивались кошмар. с моими другими подопечными. Они заходили в такие долги невозможные. Слушайте, мы не одну программу про эти микрозаймы сняли и пытались донести до населения, что это просто бесплатный сыр в мышеловке. Это просто пожизненная, Кабала, настоящая кабала, из нее невозможно выбраться. тем более с ее доходом. Но суть-то в том, что у нее сейчас появилась собственность. И то, за что мы с вами, с Первым каналом боролись, чтобы ее восстановили в очереди, сейчас вообще под вопросом. Потому что, имея Ну, все, собственность... собственность у нее Да, есть. как только эта информация, обновление придет в соцслужбу, с очереди ее снимут. И этого очень Значит, жалко. смотрите, она променяла очередь, на которую ушло много времени и усилий, в том числе нашей программы и наших экспертов, и ваших, разумеется. Променяла на комнату под Нижним Тагилом, в которой, как я понимаю, она не живет. Я сомневаюсь, что она вообще пригодна для проживания, эта Купив комната. эту комнату в кредит под дикие проценты, и сейчас мы даже не можем предположить, какого размера у нее долг, правильно? Долг очень большой. Слава богу, пенсионный фонд отказал ей в сделке на эту комнату в материнском Но капитале. она же не может погасить этот долг из денег пенсионного фонда, то есть из мат-капитала. Поэтому все равно он на ней висит. Он на ней висит сейчас. Беда, беда, Если беда. пенсионный фонд отказал в этой сделке, то там должна быть такая халупа, что мама не горюй. Потому что мы знаем, какие иногда непригодные для жилья квартиры и дома он одобряет. А тут, если уж отказали, ну, там вообще должен быть просто сарай, я не знаю какой. Да, скорее всего, Так да. у нее И- в личной жизни тоже что-то произошло. Максим-то остался с ней или нет? Нет. Я так понимаю, что он понял, больше брать нечего с нее, и самоликвидировался. Уже после того, как она ушла из приюта Ирины Наврось, почему, я не знаю, почему она ушла, что у них там произошло, но она ушла и просто опять пропала. Через Ангелину узнаю, что у нее теперь новый молодой человек. И самое, наверное, страшное для меня, как для мамы 12 детей, это то, что она вот совершила непоправимый поступок. По крайней мере, это то, что мне рассказала Ангелина. Она С аборт ее сделала? слов, да. От кого? От этого нового уже Да. или от Максима еще? От нового. От нового. нового. Давайте у нового. нее спросим, в конце концов, чем мы гадаем на кофейной гуще. Пусть она нам сама расскажет о том, что с ней происходило за все то время, пока мы не виделись. Здравствуйте. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как вы жили все это время, пока мы с вами не виделись. Ну как, я жила сначала Максимом, потом ушла от него. Сами Всё-таки- ушли? Да, я Почему? приняла решение, то, что надо уходить. Почему? Ну, потому что он меня и так уже с мат-капиталом подставил. Вот, а теперь Чтоб дальше расскажите, проблем что не было. что ж произошло с мат-капиталом? Но он пытался сделать так, чтобы я его обналичила. Ну, а почему вы пошли на это?
Они Потому выгнали что если его бы сразу. если ему бы сказала, то, что нет, я не пойду, он бы мне опять люлей дал. Что сделал? Люлей бы дал. И что? Ну, я Вызвали боялась, бы то, что- полицию. А если бы он меня насмерть убил, я этого боялась. Ну, подождите, ведь сделку с материнским капиталом невозможно провернуть за час, за два, даже за день. Мы несколько дней это делали. Ну, так вы бы ему сказали, да-да-да, все делаю, потом бы пошли в полицию, написали заявление, или позвонили бы Екатерине, у вас был ее номер телефона, или бы обратились У меня к нам. телефона не было. Ну, у вас были наши телефоны. Давайте так, вы не хотели этого делать, вы вместе с Максимом решили обналичить деньги. Вот и все. Иначе вы бы нашли какой-нибудь выход из этой ситуации. Теперь в итоге у Максима все хорошо, а у вас какой долг? Почти 800 тысяч. Прекрасно. Как так получилось, что у вас в итоге материнский капитал же не израсходован, вам Нет. не дал пенсионный фонд, Он но отказ у вас писал. теперь вот этот кредит есть. И собственность еще появилась. Вы хоть раз видели эту комнату? На фотках. Только на фотках? Вы там физически хоть раз были? Нет. А где она находится, вы знаете? Да, Тагил. В Тагиле. А что это, дом? Нет, там общага. То есть у вас есть теперь комната в общаге, она хотя бы пригодна для жилья? Там спать даже негде, не на чем. Там мебели вообще нет. Ну, мебель бог с ним, а Ну, дом это да. приличный? Ну, вроде как выглядит, да, на фотографиях. Мы связались с журналистами из Нижнего Тагила, чтобы получить картинку того места, которое, не глядя, купила Ксения. Некоторое время назад они были в этой общаге и снимали. Давайте поймем, почему пенсионный фонд отказался от этого дела. Так у нас выглядит центральный вход. Вот в таком плачевном состоянии. Но это еще полбеды. Вот что дальше творится. Все плохо. Вода бежит везде. Ну, Ну, знакомьтесь, это ваше жилье, за которое вы должны выплачивать каждый месяц 50 с лишним тысяч. Нравится? Дело не только в этом. На этом жилье сейчас долг, во-первых, почти 800, как вы сами сказали. Коммунальные платежи копятся. Живете вы там, не живете, это собственность. Они копятся. У вас есть собственность, что автоматически лишает вас возможности получить квартиру как сироте. Ну вы в своем уме или где? Давайте к Максиму вернемся. О том, что после программы случилось, ты рассказала нашему корреспонденту. Зла не хватает. Мы же после программы с Максимом должны были поехать в ЗАГС, и мы, получается, проспали. Проснулись с утра, он меня обматерил, как обычно, начал оскорблять. Я думаю, надо собираться и бежать. Соответственно, бежать мне было некуда. Я, получается, сначала от него убежала в торговый центр. Мы сидели там до вечера. Я искала пойти куда ночевать, хотя бы пока временно, до детских, чтобы снять что-то. Но у меня не получилось найти. И мне пришлось идти в приют для мам с детками, которым некуда пойти. Я познакомилась потом через какое-то время с мальчиком с одним в интернете, общались. И через какое-то время он предложил переехать к нему в другой город. Он мне оплатил билеты, он нас встретил, вызвал нам такси, мы приехали все. И прожили мы, наверное, месяц-полтора с ним. И получилось так, что он начал общаться с другими девочками, писать то, что он их любит. И я сказала, что я такое терпеть не буду, мы расстаемся. Получилось так, что я от него забеременела, и я все-таки сделала аборт. Выяснилось, что у этого Коли вообще есть жена и 2 детей. В итоге я сняла квартиру в этом же городе и осталась здесь жить.
Материнский капитал сейчас, дай бог, нормально, не в центре города, но подальше на окраине можно взять жилье, дом. Давай возьмем дом. Я уже присматриваю дом. Но вот вы понимаете, что вы сейчас, присматривая дом, Я знаю то, что я могу еще раз попасть на какую-нибудь очередную фигню. вы Я не хотела можете, нанять. вы точно попадете. Ну, это да. Это абсолютно очевидно. Но у вас есть все контакты людей, которые готовы вам помочь. Риэлторы с Вы нами бы так здесь бегали, связывались. слушайте, вы бы так от своих мужиков бегали, как вы бегаете от всех тех, кто хочет вам помочь. Насчет Максима вопрос тоже. Откуда появились деньги на машину? Он сначала купил одну машину, а потом ее обменял на другую. 200 тысяч вы давали ему на машину? Да. Что это были за деньги? Как раз-таки с этого кредита. Ну вот вам дали кредит, какую сумму? 586. Так, на что вы эту сумму потратили? На комнату и на машину? То есть И вы оплатить там еще что-то надо было. Квитанции были какие-то. Понятно. 200 вы отдали ему на машину, остальное даже вы меньше вложили было. в комнату, да? Я вот точно, абсолютно знаю, что она, вот клянусь, последний раз приходит в эту студию. Потому что это клиника. Это вот абсолютно ей плюй в глаза Божья роса. Что бы ни говорили люди, как бы ни старались ей помочь, какие бы средства и связи не привлекали сюда. Нет, все будет так, как я хочу. Ну и получи. Долг под 1 000 000. И все шансы, что ребенка заберут, наконец. Где сейчас живешь? Как? На что? Я снимаю комнату на детский, я работаю сейчас А ребенок где, пока вы в работаете? садике. Сколько зарабатываешь? Но пока я получу только 1010 сейчас. На Я сколько только начала квартира работать. стоит? 10. А детских сколько? 30. Сейчас закончится уже скоро дни. Я не знаю, надо просто руками разводить. Давайте посмотрим, как живешь ты сейчас. Господи, Боже мой. Это наша квартира, здесь мы ее снимаем за 10 тысяч. Здесь наша ванна с туалетом. Пойдем, Семик, помоем ручки. Мне, как молодой мамочке, очень удобно. Держи, одевай. Все, молодец. Аккуратно. Это наша кухня, она, конечно, небольшая, но очень уютная. В холодильнике у меня продукты. Яйца, они домашние. Я яйца покупаю специально у бабулек, чтобы малышу было хорошее питание. В морозилке у меня мясо, заготовки. Сейчас я стала настоящей хозяйкой. Садись, сынок. Борщ я варила вчера, сейчас я его согрею. Семушка, сейчас покушаешь, котик. Он любит очень борщ, картошку вареную. Можно больше? Спасибо, мама. Научилась блины готовить, пирожки, короче, сырники. Наша комната. Здесь спит Семен, здесь сплю я. По сравнению с тем, что было, здесь, конечно, очень удобно. А это, кстати, наша кошка. Мне здесь очень нравится. Я рада, что я снимаю квартиру в хороших условиях и недорого. А как дальше-то видите свою жизнь? Мне просто интересно. Что с долгом делать? Платить буду потихоньку. Совершенно понятно, что из зарплаты в 10 тысяч рублей, даже если она будет 12, и из пособия в 30 тысяч рублей Нет, детского. почему? Я же работаю. Это пока первое время зарплата такая маленькая. Хорошо, пусть будет 20, пусть даже 30 будет. Выплачивать каждый месяц почти 60, это пока вот мы видели только этот долг. А коммуналка в Нижнем Тагиле? А проценты по этому долгу? Сколько лет тебе нужно работать, чтобы заработать только на то, чтобы проценты отдать? Вон приходит за последние 2 месяца 6692 за ту комнату, которую ты не видела никогда. Ну, вы понимаете, что вам нужен какой-то грамотный юрист, который поможет вам справиться с этими долгами. Может быть, процедуру банкротства проходить. Я не знаю, я не специалист в этой области. Это пока еще никто не вышел в суд, пока еще у приставов нет всех ваших долгов, и вам потом с вашей же прибыли, с вашей зарплаты, она у вас будет белая, с ваших детских денег будут все эти долги вычитать. Вы что творите-то, ну? С родителями какие отношения сейчас? Общаемся, но не всегда. Почему? Не знаю. Они не хотят вам помочь? Видимо, нет. Ну, вы же с отчимом наладили отношения? Но он мне не предлагает никакой помощи, я не обращаюсь за помощью к нему. Это правда, что Григорий недавно просил у вас 500 рублей? Да. Дали? Нет.
У меня не было суммы. А если бы были, то дали? Нет. И там детский сад тоже. А что там стоит и квартиры, на которой долги колоссальные висят? Еще больше, там уже 1 миллион с лишним. Если ничего не делается, под лежачий камень Так вода не нет, мы же потечет. добились того, что и свет включили в этой квартире, вроде как. Включали, выключили. Да, и все ровно на неделю. Опять никто не платит ничего. Александр, обратите внимание, а мы с кем имеем дело? Когда было 2 сюжета, обратите внимание, какая кофта и какая надпись у ней. Crazy Cat Lady. Это не девочка Ксюша, это не девочка, которая, это не мать, это сумасшедшая леди-кошка, Почему? Мне которая... просто ее подарили. Просто подарили? Да. Вот вы Я своей вообще не знаю сущностью английский. полностью в один город, один кредит возьму, сюда с одним мужиком пойду, здесь 1 миллион накоплю, а здесь буду с большими красивыми глазами смотреть в лица ведущих и вот таким нежным видом говорить о том, как вы будете платить вот эти огромные долги с вашей копеечной, мизерной зарплаты. Вы определитесь, вы либо Crazy Cat Lady, либо вы Ксюша, которая пытается сохранить вашего ребенка. Родителям в гости ты ехать не хочешь, а их к себе позвала бы? Нет. Почему? Ну, у них, наверное, все еще тараканы. У них тараканы я знаю где. Эти тараканы вряд ли... Не, хотя по наследству уже передались. По крайней мере, от мамы, которая сейчас в студию выйдет. Елена обещала, что в прошлый раз, что она появится с новыми зубами, не успела. Елена, идите к нам. Привет. Вы когда у нас с дочкой не виделись? Ну, месяца 3-4, наверное, точно не виделись. Вы А знали, вы про что... все приключения дочки своей знаете? Ксюх, ты что, домой-то вертаться будешь? Нет. Нет, вы знали, как она живет все это время? Про Ну, долг, про аборт, про все знали? Ну, мы так переговаривали с ней, бегом. Да нет, судя по тому, что вы нам рассказали до программы, а мы вас специально спросили, что с вашей дочкой, расскажите. Знали вы немного. Давайте послушаем. Вот эта комната Ксюши, она вот здесь спала. Здесь кроватка Семы. Она уехала отсюда только из-за того, что выключили свет. Она хотела забрать это, но пока не может забрать, так как она живет очень далеко. Фактически мы не знаем, где. Мы иногда созваниваемся с ней, переговариваемся, общаемся. Хотелось бы приехать навестить Ксюшу, Сему повидать. Слишком дорого. У Ксюши по-прежнему с деньгами проблемы. Не знаю, куда она их, что с ними делает. Своему бывшему мальчику купила машину на материнский капитал. Она прячется от своего бывшего Максима. Он ее несколько раз избивал. Он пытался у нее отобрать Сему, хотя это не его ребенок. Разозлились до такой степени, что она от него сбежала. Ваша дочь, она взяла под дикий процент, 24% в год, кредит, из которого отдала 200 тысяч этому придурку Максиму, от которого она якобы прячется, чтобы тот машинку себе обновил. На оставшиеся деньги она купила конуру, которую даже не видела, в Нижнем Тагиле. Там капает долг за коммуналку. И этот долг по непогашенному кредиту, которого уже около 1 миллиона. У этих людей есть 5-комнатная квартира. 4-комнатная. 4? Да. Ой, извините. Да ничего страшного. Но если... И вот долг за эту квартиру. Нормально? Нет, это вообще уникальные люди. Одна сделала зубы на материнский капитал, который долго не могла найти. А где в итоге зубы-то? Дома лежат. Подождите, вот вы потратили сейчас кроме шуток и смеха. Вы же пример для своей дочки. Вы нам на голубом глазу рассказали, что вы потратили материнский капитал. Я вообще до сих пор не понимаю, как это было разрешено пенсионным фондом, но вы материнский капитал потратили на то, чтобы сделать себе зубы. Я все понимаю. Здоровье важнее. Так вы их не носите. Почему? Одеть не могу.
Но это что хотеть от этих семей? Зубы рассохлись, сейчас они на ремонте. Вот мне интересно, что с квартирой-то. Давайте послушаем, что вы с мужем нам рассказали. Когда мы переехали сюда, сразу расформировали все комнаты. Здесь у нас жил дедушка, здесь жила у нас бабушка до самой смерти. Здесь жили мы с мамой, а в большой комнате жил у меня брат. Здесь выросли двое моих старших детей, Слава и Ксюша. Здесь вот света нету уже на протяжении практически 3 лет. После вашего выхода программы включают. Через неделю опять выключают. На сегодняшний день 1 200 000 почти долг. Все как есть, так и осталось тут. Я сюда зашла, здесь был балкон полностью открыт. Плохо греют батареи. Я откладывала потихоньку деньги, чтобы вступить в наследство. Но так как у нас дети частенько болеют, пришлось из этих денег брать и покупать детям лекарства. 3 года все тянется и тянется и тянется. Как Лена вступит в наследство, будем продавать эту квартиру, покупать 2-комнатную или большую студию. Чтобы все вместе жили, чтобы никто никуда не терялся, никто никуда не уезжал. А почему вы не можете в наследство вступить? На что вы копите? Там надо заплатить госпошлина за документ, 5000 еще там, ну, там общей сложностью я насчитала 10 260 рублей. Вы 3 года не можете накопить 10 000? Да, дети потому что частенько болеют. 3 года копят на то, чтобы вступить в наследство, в надежде на то, что они продадут эту большую квартиру и нарисовали себе райскую жизнь, где они все вместе живут. А вы у своей дочки-то спросили, она с вами будет жить? Я одна хочу. Да нет, вот они, и вся ваша они придумали, что они все картинка. будут жить в студии. Это однокомнатная квартира, по сути дела, да? Как вы там будете счастливы все поколения существовать? А Что щас- за бред-то, господи боже мой? Подождите, а как вот они... Я если- чувствую себя, как зубы ваши на полке сейчас. Слушайте, а вот эти 3 года, пока они в наследство не вступили, а разве не поздно? На самом деле, если заявление о вступлении в наследство написано, А у вас написано заявление? сама процедура еще не оформлена, это может тянуться годами. Вы снимаете? Да. А сколько вы платите за съемную? 13 000. Вот вы мне просто объясните, она 3 года копит 10 000, чтобы получить свое наследство, 4-комнатную квартиру. При этом не может накопить. Но каждый месяц она отдает 13 000 за съемное жилье. Тут кто сумасшедший, я или вы? Так, давайте позовем сюда подругу Ксении, которая к нам снова приехала, Ангелину Карпову. 1 раз она была на вашей стороне, 2 раз она орала, что у вас надо ребенка отобрать. Сейчас мне интересно, с чем она сюда выйдет. Да. Ангелина, идите к нам. И Ну, вы заступаться слышали все, что приехали здесь или происходит? Ну и не заступаться я не против. Она вам подруга опять? Ну, поддержать, да. Поддержать? У вас есть 800 000 рублей? Это бы ее очень поддержало сейчас. Нет. Или хотя бы 10 маме, чтобы она в наследство вступила. Так ей никто им денег не дает. Что Кому? они не возвращают. Вы здесь вот с какой целью все-таки? В чем ваша поддержка должна заключаться? Ну, что Ксюша на правильный путь чуть-чуть хотя бы, но встала. На какой? Снимает жилье, ребенок ходит в садик, работает. Я вам говорю, до поры до времени. Вы про долг слышали? Дальше этот долг через приставов будут списывать с карточки, с зарплаты, с детских. Ну, с детских Отовсюду, не имеют права. откуда можно, а? С детских не имеют права. Ну, слушайте, я вам скажу так. Они начнут это делать. А она в жизни никуда не пойдет, к юристу не обратится и понятия не имеет, какую надо написать бумагу, чтобы они перестали это делать. Потому что они тупо будут это списывать со всех ее доходов, понимаете? И разбираться не будут. Одно благо. В итоге это закончится Они, скорее чем? всего, опишут ту халупу, которую она купила, взяв кредит. Продадут ее тысяч за 30, наверное. И это вычтут из долга. Но хотя бы не будет коммуналка капать.
Хотелось бы увидеть хоть одного взрослого человека. С этой целью я хотел позвать Григория, но не увидим. Не увидим, уже понятно почему. Григорий, идите к нам, пожалуйста. Он тебе сейчас 500 рублей стрельнет. Сколько стоит квартира и почему ваша супруга до сих пор не вступила в наследство? Деньги уходят на продукты, на проезд. 10 тысяч рублей, которые нужно заплатить. Вот смотрите, я вам сейчас посчитаю. 3 года вы копите 10 тысяч. 3 года вы платите за съемное жилье 13 тысяч. Если бы вы 3 года назад заплатили 10 тысяч нотариусу, вы бы сколько сэкономили? Ну-ка умножьте 36 на 13. 468 тысяч. Вы в жизни в своих руках таких денег не держали. И все это можно было сделать 3 года назад, всего лишь заплатив 10 тысяч нотариусу. Как с этими людьми разговаривать? Сколько, Григорий, стоит квартира все-таки? Я-то знаю, я хочу, чтобы вы ответили. Какая квартира? У вас много их? Ну, 4-комнатная, ну, не знаю, может, 10 миллионов. Если с долгом, то меньше. Она стоит 8, вы почти угадали. Минус, значит, долг 6800. Что это Ну за не деньги? накопить 10 тысяч на Что это нотариус. за деньги? Вы в своем уме или нет? Я понимаю, что это хитро сделанные люди. Они понимают, что как только они вступают в наследство, там есть одна проблема. У нас по нашему законодательству, если ты вступаешь в наследство, ты берешь не только активы, но и все пассивы. Я подозреваю, что там кроме этого еще какие-то, может быть, долги есть. И поэтому им говорят: дорогие, вы в наследство вступите, только пассив может быть такой, долги такие, что, может быть, они и квартиру-то не хватит. Понимаешь, какая штука? Они все это знают, а тут хитрят. У вас есть еще какие-то долги? У меня нет. Скажите А у честно. жены у вашей есть? У жены. У тебя есть, Лена? Мы с тобой не разговаривали просто на эту тему. У меня нету. У вас есть долги? Вы не брали кредиты? Нет. Елена, Уверены? Раньше. Елена, скажите, пожалуйста. Вон дочка ваша говорит, есть? Лет 5, может, 6 тому назад, может быть, брала. То А есть в течение 3 лет я ничего не брала. Подождите, а вы когда 5 лет назад взяли кредит, вы его выплатили? Нет. А вы считаете... Он рассосался. А что мы хотим от этой девочки? Я же еще раз говорю, вот пример мамы перед глазами. Она 5 лет назад кредит взяла и решила, что он рассосался. И на какую сумму он был? Елена? Я не помню. Почему младшие дети до Там сих пор 4 живут? миллиона. А какой возраст у ваших младших детей? Сколько? 4 миллиона, если не больше. Поэтому наследство ничего не даст, только еще усугубит. Понимаешь, какая что? Поэтому они под дурачка тут косят. А может, еще какая причина есть? Может, квартира уже не их. Может, они уже свое право на наследство, так же, как пытались обналичить материнский капитал, уже продали. А вы зачем брали 4 миллиона? Там не 4 миллиона, наверное, брала. Там сейчас, на данный момент было 4, когда я узнала. А на что вы брали кредит, Елена? Меня попросили взять, я сделала. Кто вас попросил взять? Знакомые. Зачем? Не знаю. Они вас обманули? Да. А сколько кредитов вы взяли? 5-6 кредитов точно было. То есть вас обманули 5-6 раз? Да. А вы им продолжали верить? Да. Кто эти люди? Были когда-то знакомыми. А сейчас где эти люди? Не знаю. Давайте мы забудем про эту квартиру, и вы прекрасно действительно знали, что никакой квартиры вам не выгорит, хотя бы потому, что 4 миллиона, там еще вскроется где-нибудь 3. А у вас Да арестована еще квартира? этот долг 1 200 000, да. А, так вот, слышь, а у вас арестована эта квартира? Да. Раз свет выключили, арестовано, значит. Я же говорю, они дурят нам тут голову. Понимаешь, они пришли сюда из нас делать цирк. Их надо гнать в шею из этой студии. Ну, вот я обещал, что это Надо, последняя понимаешь, программа. можно их гнать сколько угодно. У них 3 маленьких детей. И потом их гнать. Ты их в дверь, а не в окно. А мне ответьте на вопрос, почему они до сих пор с этими родителями? Вы сегодня приехали, чтобы мы на вашем примере показали, что помощь мало попросить, ее нужно заслужить еще.
Вот теперь, не знаю, может быть, найдутся сердобольные кто-то из наших зрителей, кто поможет вам оформить, в конце концов, банкротство, чтобы вас хотя бы этих долгов лишить. Ну вы же новые сделаете. Они сами себя своими мыслями, своими поступками, причем многолетними поступками, привели к тому, что есть. И поэтому единственное, если хочешь совет от юриста, это лично для тебя, Ксюша, это банкротство. Объявление про банкротство. Правильно тебе Юль сказал. Все остальное, извини, ничем не поможешь. А твоей маме, ну, я просто в шоке. Я могу сказать только, забудьте про эту квартиру, откажитесь от этого заявления на наследование, пусть она станет государственной, и государство повесит, на государство повесит долги. Я сама мама 4 детей, и я сама шла сюда с желанием помочь как-то дальше двигаться по жизни, потому что я сама понимаю, что разные ситуации бывают, и я хочу сказать, что у меня так сложилось, что сейчас тоже я осталась одна с 4 детьми, но я с ними осталась одна по той причине, что отец вот моих младших детей, его семья, очень нечестно поступили по отношению к моим детям и к тому, и поставили под угрозу их будущее, их финансовую безопасность. И я не понимаю, то есть как бы я для себя даже обрезала вот эти семейные отношения из-за того, что я думаю, я не могу допустить, чтобы кто-то как-то, какая-то ситуация угрожала финансовому благополучию моих детей. У меня сбивается речь, потому что я вообще не понимаю, как мать и одна, и вторая, и отец, как вообще можно допустить такую ситуацию? Как? Вот извините, пожалуйста, ну... Вы знаете, а мне кажется, что вот эта квартира — это такая морковка для ослика. Они под эту квартиру дорогостоящую собирают деньги от друзей, знакомых. Они уже проели и пропили эту квартиру вот этими сборами. Что там с этой квартирой, вообще непонятно. Что по долгам наследодателя, который являлся собственником этой квартиры, неясно. Мое ощущение, что это ящик Пандоры. Вот его если открыть, там оттуда посыпется столько черноты, грязи, вранья, которая просто захлебнет в первую очередь вас. Очень жаль детей, очень жаль детей. Я уверен, что после этой программы органы опеки и попечительства внимательно обратят внимание свое на вашу семью и на вашу семью. Дорогая, вот нужно тебе самой сейчас начать разворачивать свою судьбу. Мы живем с выученной беспомощностью, которая перешла от родителей. И только ты сейчас можешь это начать менять. Дело в том, что это больно, тебе кажется, что уже нет дороги назад, но сейчас столько раз тебе помогали, и сейчас это критическая точка, это пробитое дно, это второе дно, после которого может закончиться твоя жизнь. И мы здесь все, на самом деле, даже все, кто ругаются, мы желаем тебе, чтобы ты смогла справиться. И сейчас тебе придется взрослеть. Взрослый человек — это тот человек, который начинает делать, создавать, даже когда больно. В том-то и дело, что мы все здесь, нам всем было больно. Нам всем было больно совершать следующие шаги. И это страшно. Но надо бояться и делать. Как бы вы ни хотели жить одна, вы на данный момент не способны без опеки кого-то взрослого, взрослыми ваших маму и отчима я не считаю. Но благотворительный фонд, который готов вам помогать, это взрослые люди. Вы без взрослых не справитесь, пока не повзрослеете сами. Вот единственный вывод, какой мы можем сделать из сегодняшней программы, что детям с вами угрожает огромная опасность. Одна это уже доказала в своей жизни. Теперь вы ждете, когда докажут другие. Программ Первого канала не хватит на вас. Десятилетний смердячий вонючий ад. Вы голубей-то где нас собирали? После того, как вышла программа, к нам приехал Народный фронт с волонтерами. То есть вместе с хозяйкой улетели и голуби. Исполнится моя, так скажем, мечта. Твои старые джинсы. Мне кажется, в эти старые джинсы мы с тобой вдвоем можем. Такую сложнейшую операцию. У него была мечта. Это очень важная социальная функция. Открываются новые красивые девушки. Без женщины ты точно не останешься. Жевать не могу.
Кусану и проглотила. Наконец сбылась моя мечта. Почти год это все и заняло. А это 800 километров в одну сторону? Да. Чтобы к врачу попасть. Лишь бы он вот никуда Лишь не бы уходил. остался с вами. Вот сейчас он со мной, и я опекун официальный. Наш постоянный эксперт, адвокат. Он приезжал. Вот. Поэтому, Миш, иди в студию, мы тебя ждем.